Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы снова со мной на моем канале Красота и бисер. Сегодня я вам предлагаю колье «Цветочный жгут». Колье выполняется по той же схеме, что и браслет в предыдущем видео. Единственное, что я в самом жгуте сделала соединительными бисеринами рубку и добавила декоративные бусины. За счет рубки колье смотрится более ажурно и немного пошире, и хорошо сочетается красный с коричневым цвет. Симпатично смотрятся декоративные бусины. Здесь можно разгуляться фантазией и поставить их в любом порядке. Можно сделать 5, можно сделать 3, но пошире. Можно сделать вообще одну. Но бусины хорошо украшают это колье. Я попробовала такое колье сделать в другом цвете. Вот я взяла на соединительные бисерины черный. Основной у меня идет темно-серый, стальной и серебристый. Колье у меня в работе. Начинала я плести 3 цветочка темных, 1 светлый, и так каждый ряд чередовала. И получилась полоска не очень навязчивая, но хорошо украшает это плетение. И колье будет смотреться хорошо с декоративными бусинами. Здесь я взяла черный стеклярус и посередине поставила темно-серый цвет. Следующую бусину я планирую сделать посередине со светлым бисером и третью с темным. И буду продолжать также делать полоски. Я думаю, это колье тоже получится неплохим. Так что, если вам понравилось колье «Цветочный жгут», присоединяйтесь, кто не подписан. Приглашаю, и давайте приступим его выполнять. Для колье я использовала стеклярус 8 мм коричневого цвета, бисер чешский, один из оттенков красного, немного он такой малинового, и рубку коричневого цвета. Немножко коричневый с коричневым отличается, но они в общем подходят очень хорошо друг к другу. Вот посмотрите, как поближе выглядят эти цвета. Симпатичные. Схема плетения колье такая же, как и браслета «Цветочный жгут», который вышел в предыдущем видео. Единственное, здесь вместо зеленых бисерин у меня соединительная коричневая рубка. И вот я набрала 4 цветочка, между ними коричневые бисерины чередуются с малиновыми и заканчивается коричневой бисериной. Мы замыкаем круг, проводим иголочку в вершинку первого цветочка. Вот так. И дальше мы снова набираем коричневое, цветочек, коричневое и соединяем с вершинкой второго цветочка. И таким образом формируем цветочный жгут. И так дальше такой же будет набор: коричневое, цветочек, коричневое. Соединяем со следующей вершинкой. И так плетем до нужной длины, до середины нашего колье. Я проплела цветочный жгут столько, сколько мне надо, и дошла до середины и сделала 2 красивые декоративные бусины. И на третьей я покажу, как перейти от жгута к бусине и дальше от бусины к жгуту. Вот у нас, например, есть 3 рабочих цветочка, из 4-го выходит у нас ниточка. И чтобы их соединить, я между цветочками набираю по 2 красных бисерины и просто соединяю вершинки. Для начала декоративного цветка или декоративной бусины нам нужно, чтобы в основании ее было 10 бисерин. Поэтому мы соединяем наши цветочки в круг и пытаемся
сделать наши рабочие 10 бисерин. И вот я собрала все наши цветочки в кружок. И теперь на иголочку набираю стеклярус, 3 красных и стеклярус. И прохожу в ту же бисерину, из которой выходит нить. Вот так. Вот мы вышли в ту же бисеринку, из которой мы выходили. И теперь проходим в следующую, во вторую из 10. И подтягиваем все наше плетение. И набираем теперь стеклярус и 3 красных бисерины. Вот так. Видите? И соединяем теперь с предыдущим стеклярусом. Выходим в бисеринку, из которой мы только что вышли. И в следующую, в третью бисеринку. Вот так. И мы также продолжаем набирать стеклярус и 3 красные бисерины. Проходим иголочкой в предыдущий стеклярус, в бисерину, из которой выходит нить, и в следующую. И так проходим все 10 бисерин. Когда вы прикрепили последнюю 10-ю и вышли в бисерину, из которой ниточка у нас выходила, мы продолжаем, проходим в бисеринку следующую, которая возле первого стекляруса. Проходим в этот первый стеклярус, проводим иголочку сюда, набираем 3 красных бисеринки и проходим в последний стеклярус. Вот так. И когда мы все это подтянем, у нас наша чашечка или нижняя часть листочка закрывается, видите? И теперь мы проходим иголочкой в бисеринку возле стекляруса и выводим иглу наверх по стеклярусу. Это у нас он получается первый. Вот так. И проводим иголочку в среднюю бисеринку первой тройки бисерин между стеклярусом. Вот так. И теперь нам нужно закрыть нашу декоративную бусину и набрать 10 стеклярусов в обратном порядке. Первый набор у нас будет бисерина, стеклярус, бисерина, стеклярус и бисерина. И мы проводим иголочку в бисерину, из которой выходит нить. Вот так. Набираем одну красную бисеринку и проходим, я вот так поверну, в последний из 2 стеклярусов и в бисерину, которая между ними вверху. Вот так. Вот 2 мы прикрепили, и теперь следующие 8 у нас будет постоянный набор бисерина, стеклярус, бисерина. И проходить мы теперь, мы туда шли, а теперь с этой стороны будем продолжать по часовой стрелке. Но игла будет идти против часовой. Вот 3 красных следующих бисерины мы проходим в среднюю
игла по направлению уже набранных стеклярусов. Вот так. И берем одну красную бисеринку и проводим иголочку в предпоследний стеклярус. Вот так. И в бусинку между ними. Вот так вот. И снова набираем бисерина, стеклярус, бисерина. Находим следующие 3 красных бисеры, проводим иголочку в среднюю. Игла по направлению уже набранным стеклярусом. Набираем одну красную бисерину и проводим иглу в предыдущий стеклярус и в последнюю красную бисеринку вверху. Вот. Мы формируем с вами и вверх, и закрываем декоративную бусину. Видите, теперь у нас стеклярус сужается. В первой части расширялся, здесь сужается. И так продолжаем. Вот 4 набрали, еще 6. У нас набраны все 10 стеклярусов второй части декоративной бусины. Но бисерин вверху 9. И у нас осталось 3 бисеринки, не задействованных внизу от первой части бусины. Поэтому мы набираем одну красную бисеринку, проходим в первый стеклярус, вот так, набираем одну красную бисерину, захватываем середину оставшейся троицы, берем еще одну красную бисерину и проходим в 10 стеклярус. Вот так. Стянули ниточку, и у нас закрывается наша декоративная бусина. Но у нас вот здесь соединение красным бисером, оно мягковато. Поэтому мы ниточку проводим с иголочкой в бисерину соединительную и в стеклярус, опускаясь к нашему соединению, к красному поясу. И теперь, чтобы укрепить шикарный пояс декоративной бусины, я опускаюсь к первому ряду стеклярусов по бисеринкам. Между стеклярусами у нас 3 красных бисерины, которые мы набирали. С этой стороны и с этой стороны у нас тоже получилось 3, потому что у нас средняя получается соединительная. И вот в одном ряду я пройду по этим 3 бисеринам, закреплю, а во втором ряду пройду по верхним 3 бисеринам. Если соединительная бисерина не будет пропускать ниточку, я под ней проходила, но крайние бисерины верхнего и нижнего ряда, там где вы набирали по 3, должны пройти ниточкой еще по одному разу. И тогда средний пояс нашей декоративной бусины укрепится и будет вот так плотненьким. После закрепления отделки между стеклярусами по любому из стеклярусов выходим вверх к 10 бисеринам, которые закрывают эту декоративную бусину. И теперь мозаичным плетением я прохожу в любую бисерину, первая, которая у нас на очереди, и через одну добавляю по одной бисеринке. Нам теперь нужно, чтобы у нас было 7 бисерин для того, чтобы продолжить наш жгут. Вот я прошлась по этому ряду, добавила бисер мозаичным плетением для следующего ряда.
где через одну добавляла, где в каждой, если была сильно видна ниточка. И теперь выхожу в первую бисеринку, которая у нас была набрана, и набираю 3. Три бисерины и возвращаюсь в нее же. И у нас получается цветочек первый. Мы берем одну рубку, захватываем следующую бисерину в ряду, снова берем рубку, проходим в следующую бисеринку, ну пусть будет это. Вот так. И теперь берем снова 3 красные бисеринки и возвращаемся в эту же. У нас получается второй цветочек. Нам нужно сделать еще 2. Вот мы берем рубку и захватываем следующую бисерину из ряда. И дальше также берем коричневую бисеринку, делаем цветочек. И вот последний 4-й цветочек, он у меня получился прямо возле первого. Я беру коричневую бисерину и прохожу в первый цветочек, в его вершинку. И дальше продолжаем. Мы восстановили наши цветы. И дальше продолжаем мы набирать жгут в таком же порядке. После вершинки я беру коричневую, делаю цветочек, коричневую и соединяю со следующей вершинкой. И плетем оставшийся жгут такой же длины, как и до первой бусины.